Добрый день, добрый вечер. В Москве и Киеве 20 часов. Это программа «Полный альбац». Программа о ключевых событиях недели, тех событиях, которые будут влиять на политику ближайших недель и месяцев. Сразу вас попрошу, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, это все очень важно. Пишите, откуда вы и как вы нас смотрите. В смысле, с VPN, без VPN. Это, опять мы сейчас собираем эту вот такую статистику. А я начинаю нашу программу. У меня сегодня один гость, экономист Игорь Владимирович Липсиц. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Мне вообще очень хотелось поговорить о том, что происходит в России, и прежде всего с точки зрения экономики, потому что на наших глазах падают цены на нефть, причем падают так, как давно такого не было. Но влезли некоторые другие события, о которых я, конечно, должна сначала сказать. Ну, во-первых, вчера во Флориде А, значит, на частном корте, который принадлежит Дональду Трампу, некий Райан Уэлсли Роуз, 58-летний человек, попытался в очередной раз убить Дональда Трампа. Ну, я немножко, наверное, тут преувеличиваю, потому что он не успел даже выстрелить. Секретная служба заметила его ружье, и выстрелила первым. Тогда он побежал, сел в машину, которая у него была приготовлена, но его заснял какой-то проходящий мимо человек. Заснял и машину, значит, этого Райана. И поэтому, и передал все это в полицию, и поэтому полиция довольно быстро его задержала. Он не сопротивлялся, был совершенно спокоен. При нем оружия не было, а на месте, где он оборудовал себе такой вот, лежбище, где он собирался дождаться Дональда Трампа, как показывает CNN, это вот между дырка 5 и 6. Ну, чтобы я понимала, как это все в гольфе работает, то бог с ним. Короче, там были прикреплены к забору, а забор такой сетчатый, еще вест с керамической защитой и камера. Он, вероятно, собирался это снимать значит, на камеру. Что о нем известно? Известно, что он долгое время занимался тем, что чинил крыши в штате Северная Каролина, в городке Гринсборо. Причем в 2002 году его арестовывали по делу, связанное тоже с оружием. И поэтому на самом деле иметь то самое АК-47, которое у него нашли, он не имел права.
Но, как в очередной раз мы убеждаемся, а, имел право, не имел права, а тем не менее вторая поправка Конституции Соединенных Штатов, которая дает право американцам себя защищать и тем самым, так сказать, чувствовать себя независимыми от государства, самостоятельными. Это вторая поправка Конституции постоянно входит в противоречие с другими ценностями развитого демократического свободного общества. Что еще, значит, о нем известно, что последнее время он жил на Гавайях, и что у него был какой-то маленький бизнес. Где-то я читала, что он занимался сдачей в наем дешевого жилья. Вроде бы вот такой у него бизнес был, да? Ну и, наконец, что очень интересно, это то, что он был очень активен в социальных сетях. Но мало того, он страшно агитировал за помощь Украине и призывал ветеранов афганской войны э, записываться, значит, в батальон, в иностранный легион в Украине. Он сам в 2023 году ездил в Украину, но вроде бы никуда не записался и никуда не и воевать никуда не пошел, но тем не менее он был вполне активен. Вот это практически все, что пока сейчас известно. Каковы мотивы его, непонятно, но очевидно совершенно, что в отличие от Тома Крука, помните, 20-летнего мальчика, который в Пенсильвании 13 июля стрелял в Трампа и задел мочку его уха. Так вот, в отличие от Крукса, который явно был готов сразу умереть, этот наш герой совершенно не собирался умирать. Он все приготовил, он почему-то рассчитывал, что он сумеет уйти. Вот такая вот история, учитывая, что выборы в Соединенных Штатах 5 ноября, то есть еще вполне есть пространство, тут много кого могут еще пострелять. Очевидно, что и вот этот эффект copycat тоже может сработать, когда люди начинают ради публичности копировать неблагоприятные действия других людей. Это первое событие, которое произошло непосредственно вчера в 1:30 дня. Я, по-моему, сказала, что Трамп никаким образом не был задет, его тут же, значит, секретная служба увезла в закрытое место, возле его виллы и вообще в городке перекрыты все улицы, там введен такой режим особого положения. И Трамп, как пишут американские газеты, шутит, что вот не дали ему доиграть игру в гольф. Он играл там с каким-то своим приятелем, который тоже миллиардер или миллионер и занимается тоже недвижимостью в Нью-Йорке. Ну вот, теперь вторая история, которую я не могу не сказать. Она уже приобрела название «Невзлингейт», а именно Фонд борьбы с коррупцией выпустил ролик, в котором со ссылкой на некого Решалу, связанного с Лубянкой, утверждает, что это вовсе не Кремль и не ФСБ, как мы думали, заказали покалечить Леонида Волкова и напасть на жену экономиста Максима Миронова в Аргентине. А заказал на самом деле Леонид Невзлин. Олигарх, миллиардер, один из совладельцев когда-то ЮКОСа, который, когда после того, как Ходорковского посадили, он уехал из страны, был заочно осужден к какому-то там невероятному сроку, вот, и находится главным образом в Израиле. Почему? Какие мотивы были у Невзлина для того, чтобы заказать Волкова и, главное, жену Максима Миронова? Непонятно. Издание «Инсайдер» на следующий день после того, как вышел ролик ФБК, выпустил свое изложение этой истории за подписью Романа Доброхотова и Христа Грозева. И должна вам честно сказать, что мне этот материал, этот текст показался значительно более убедительным. И тем не менее, факт остается фактом. На сегодняшний день
Мы можем утверждать, что появившиеся съемки, данные переговоры в сигнале, значит, и так далее, это в ходе этих переговоров Леонид Невзлин вроде бы заказывает избиение Леонида Волкова до степени, чтобы он, значит, оказался в инвалидном кресле. Так вот, все, у нас есть только один источник. У нас у всех, неважно. И у тех, кто занимается расследованием, и тех, кто проверяет это расследование, как это сделал Маглов из проекта, и Грозев, и Доброходов из инсайдера. У нас есть один источник. Этот источник ФСБ. То есть и Христо Грозев дважды в интервью, в одном интервью, во втором, так впрямую сказал, что да, это, конечно, слив ФСБ. Что, безусловно, не исключает, что приведенные в сливе факты, диалоги, видеофайлы, указывающие на Невзлина как заказчика, преступления вполне могли быть. Только мы этого не знаем. Не знаем тем более а, потому что у нас, у расследователей, как об этом тоже сказал Христо Грозев, нет метаданных. То есть они не могут сказать, когда шли эти переговоры, действительно ли это сигнал, мессенджер, сигнал телефона Леонида Невзлина и так далее. Потому что вот это самое решало Матус, ФСБшный человек, предоставил Фонду борьбы с коррупцией только скриншоты этих переговоров. И поэтому, естественно, есть вполне правильное сомнение, расследователь обязан сомневаться в сомнении в том, что это действительно все в этом сливе все аутентично, что там нет никаких подделок, что нигде ничего не вставили, не перевернули, не создали другой контекст. Я помню, как Ирена Степановна Лесневская рассказывала мне, что в 1996 году перед вторым туром, значит, вторым президентским туром, когда Ельцин уже не мог говорить, когда он был уже лежал с инфарктом и с инсультом, так вот, она должна была смонтировать интервью с ним. И она монтировала его по словам. Вот просто по словам. Если это можно было сделать в 1996 году, то мне как-то странно думать, что при всем разгильдяйстве и непрофессионализме чекистов, что они не могут по словам собрать нужный им текст. Эксперты находят вообще много странностей в этой подделке ФСБ. Например, там очень подробно говорится о том, что вот Невзлин вроде заказывает, чтобы Волкова должны были отправить посылкой, то есть его должны были переправить из Риги в Санкт-Петербург на 2 лодках и там сдать петербургскому ФСБ. Но, откровенно говоря, учитывая, что Балтийское море контролируется НАТО на вход и на выход, это, по словам экспертов, из серии и неочевидного, но точно совершенно невероятного. Не новость. Чекисты, занимающиеся борьбой с инакомыслящими, действуют по лекалам их молодости. Да, собственно, все ЧК сейчас действует по лекалам их молодости. Когда сам Путин гонялся за диссидентами, в бытность свою сотрудником идеологической контрразведки в управлении КГБ по Ленинграду. Можно много говорить, конечно, еще раз повторю, о тупости чекистов, но факт есть факт. Они взяли власть в стране, а мы, умные и продвинутые, находимся в эмиграции. За историю ЧК, начиная с 1918 года, чекисты проворачивали не одну и не две, а с десяток подобного рода операций, которые были направлены на стравливание оппозиции в изгнании и ее дискредитацию. Такого рода операции проводились силами людей Судоплатова в Париже еще до войны, когда всех стравливали со всеми. А до этого была знаменитая операция «Трест», когда чекисты создали несуществующую организацию и для того, чтобы заманить
в России лидеров белой эмиграции, ну, чтобы их убить, естественно. Ровно то же проделывали чекисты и в 70-е, 80-е, когда такие известные мигрантские конторы, как издательство «Посев» и радио «Свободная Европа», оказывались нашпигованы совершенно агентурой, которая, естественно, драла друг другу глотку, бросалась друг на друга, и там была чудовищная совершенно среда, как об этом рассказывали. А после этого один из чекистов садился и писал книгу, в котором подробно рассказывал, какой, значит, кошмар все эти иммигрантские антисоветские сообщества. Нельзя исключить, что ровно такую же задачу чекисты поставили перед исполнителями и сейчас. Максим Миронов, экономист, чью жену Александру Петроченкову пытались избить на улице, когда она шла с коляской с там, 6 или с 10-месячным сыном. Так вот, он предложил, как мне кажется, очень изящную схему, которая позволила бы Невзлину доказать свою непричастность к покушению на Леонида Волкова и Александру Петрочкову. А именно, есть сервисные, западные сервисные компании, которые могут принять на экспертизу и на хранение самые разные гаджеты, и с которыми подписывается NDI, то есть договор о неразглашении информации. Там, я не знаю, берутся какие-то люди со стороны, если нужно, которые начнут участвовать в этом расследовании. И эта компания проверяет аутентичных записей на гаджетах Невзлина и сличает это с тем, что выдала Лубянка. К сожалению, Леонид Невзлин молчит, что лишь множит подозрение, что у него рыльца на самом деле в пуху. С другой стороны, ролик ФБК вызывает подозрение в политической мотивированности содержащихся там обвинений. Имея один источник, причем темный, не имея метаданных, значит, отбрасывая в сторону презумпцию невиновности, сотрудники ФБК априори обвиняют в страшных грехах Невзлина, а это со всех точек зрения страшный грех. И, кстати говоря, с точки зрения еврейского закона, еврей, который заказывает убийство другого еврея, подлежит смертной казни. Но мало этого, еще в конце этого ролика ФБК начало атаку на своего давнего оппонента Михаила Ходорковского. ФБК призвали всех, кто работает на МБХ, покинуть свои рабочие места, а те, кто находится в одной с ним компании, например, в антивоенном комитете, выйти из этой организации. И все это, повторю, основываясь на данные слива ФСБ и не имея никакого другого источника, который, ну, хотя бы хоть что-то бы подтвердил из того, что слило ФСБ. Но и этого мало. Целый ряд сотрудников ФБК и сочувствующих вроде балаболки Майкла Наки призвали переписать всех, кто с ними не согласен, и устроили в Твиттере настоящую травлю всех тех, кто не столь однозначно оценивает это расследование, слитое Федеральной службой безопасности. Это, конечно, само по себе, это вот еще большая беда, потому что такой совершенно тоталитарный подход к оппонентам или к людям, которые просто говорят о том, что, может быть, не стоило так торопиться, или хотя бы, когда вы выходили с этим роликом, вы могли бы сказать: да, мы понимаем, есть проблема, один источник, этот источник ФСБ. Но, тем не менее, вот Russia Today выпустила эти записи, поэтому мы тоже это считаем необходимым. Это общественно значимая информация, мы считаем необходимым эту информацию выпустить, но мы понимаем, что у нее могут быть изъяны, и мы будем продолжать там докапываться до истины. Все, не было бы никаких вопросов. Но, к сожалению, все было сделано ровно наоборот. Вот такие два главных события. Игорь Владимирович, что скажете? Да грустно это все на самом деле, потому что вот вы тут красивые слова сказали, что как-то умные не обеспечили будущее России, не заняли в ней позицию. На мой взгляд, это совершенно иллюзорная позиция, которая никаким образом не относится к реальности.
Для того, чтобы понимать Россию, нужно выстроить некую ее модель. Я, как экономист, ее давно построил. Я ее построил где-то в 90-е, когда, в общем, сам тыкался во всякие правительственные двери, пытался искать какие-то варианты улучшить экономические реформы того времени. Потыкавшись в эти политические двери, я, в общем, понял, как устроена Россия, и, в общем, дальше жил четверть века по этой модели. Она классно для меня работала, она мне помогла выбрать дорогу в жизни, и я за эту модель держусь и ее защищаю. Она очень простая, она говорит, что Россия состоит из трех частей, так называемая Россия-1, Россия-2, Россия-3. Россия-1– это правительственная власть и все, кто ее обслуживает. Это люди, которые приходят не по каким-то заслугам, а исключительно по выслуге перед начальством предыдущего поколения, становятся их преемниками. Вот. Их задача простая – занять как можно более высокую позицию, украсть как можно больше денег, как можно дольше сохраниться в этой позиции с деньгами и уйти, в общем, на покой, не посаженными в тюрьму. Это все, что им нужно, больше их ничего не интересует, вся остальная часть страны их никак не волнует, они никак не заботятся. Вторая часть – это основная масса населения, подавляющая, которая ненавидит Россию-1, потому что видит, что те воруют и занимаются корыстными операциями, но в то же время надеется от них чего-то урвать и надеется в эту Россию-1 ну как-то попасть либо самим, либо детьми, поэтому тут отношение такое, и против России-1 Россия-2 не бунтует. И есть Россия-3, про которую вы так красиво сказали, умные, достойные. Их всегда очень немного в России. Ну, в общем, так сказать, это 10-15% населения, которые ничего не решают. Это хорошие, умные, талантливые, честные, порядочные, радеющие за страну, но не способные в силу своей малочисленности что-то изменить. Часть из них попадает в эмиграцию, оказывается выброшенными на маргинальную часть этой России-3, страдает, боится, хочет чего-то добиться, ругается между собой, ничего не добивается никогда. Хорошо оказывается жертвой России-1. Ну и вот как бы эта Россия, так сказать, конструкция, я ее вижу опять, она воспроизводится. Поэтому все, что вы рассказываете, для меня, в общем, довольно так логично укладывается в модель, поэтому, к сожалению, я про российское будущее говорю всегда пессимистично, народ меня ругает, сердится. Ну, как бы, что я могу поделать? Я вижу, как Россия устроена, и поэтому не вижу никаких светлых перспектив. Причем сегодня я понимаю, что Россия-3, она еще и убывает по численности, потому что она убывает весь 20 век и 21 тоже. Поэтому шансы что-то переделать в России малы. Россия-3 будет ругаться между собой, кто-то будет хорошо встраиваться в жизнь других стран, куда уехали, а Россия-1 и Россия-2 будут жить друг с другом душу в душу, пока страна под ними не развалится. Но они ее разваливают, и это мы как раз и увидим. Ой, это, конечно, такой сценарий совершенно апокалиптический. Да ладно, почитайте Пастуховой, это будет еще страшнее. Вы знаете, я в это не верю. Конечно. Я не очень понимаю, какая такая особость России, почему Польша смогла вывернуться, несмотря на 3 раздела Польши. Нет, ну это же вы хотите, чтобы я ушел далеко в историю и объяснил, почему Польша – это не Россия. Вы все время забываете одну простую вещь, Евгений Марков, что Польша – это всегда была Европа. И на Польше Европа кончалась всегда. А Россия не была Европой никогда, и никогда в Европу не входила. Она всегда была за обочиной Европы и с Европой взаимодействовала. Совершенно разные истории, совершенно разная культура, и сравнивать абсолютно бесполезно. И про церковь тоже не забудьте, про роль католической церкви в Польше и про роль православной церкви в России. Ну зачем вы сравниваете не с обеими? Это не принесет никакой пользы. Это неинтересно даже обсуждать. Окей, мы не будем это с вами обсуждать, хотя должна вам сказать, что вот эта теория политической культуры, которая все время говорит о том, что Россия всегда забирается в одну и ту же колею, из которой она не может выйти, она меня тоже ни в чем не убеждает. Потому что мы найдем с вами кучу стран по миру и увидим, что страны тоже с дурным институциональным устройством и с очень турбулентной историей, тем не менее, куда-то выворачивались. Я еще раз повторяю, слушай, не думаю абсолютно, что Россия... В одиночку никогда не выворачивались. Мы, экономисты, этой темой занимаемся очень подробно. У нас есть теория развития. Мы ее очень подробно изучаем, как те или иные страны выходили из беды, становились развитыми. Так вот, не получается это в одиночку. Это получается, как правило, при поддержке мира. Если вы копнете историю Южной Кореи, если вы копнете историю Японии, вы обнаружите там очень сильный
американский след, и он был. Если бы этого не было, эти страны так бы остались нищими азиатскими державами, разрушенными войной, проигравшими, оккупированными и ничего не добившимся. Россия – страна, которая всегда пытается жить на особицу, ни с кем не хочет сотрудничать, ощущает себя отдельной цивилизацией, но и несет все экономические последствия такого рода, поэтому возвращается в колею. И она не одна такая, не надо, что Россия какая-то особая. Точно так же живут страны Латинской Америки. Посмотрите на их историю, это та же самая история. Для этого существует модель, можете ее почитать, она принадлежит бразильскому историку Вернеку Содре, очень такая для меня любопытная идея квадратного колеса, абсолютно то же самое. В Латинской Америке повторяется все то же самое, и латинские страны, латиноамериканские, обладающие огромными природными богатствами, и природными, сельскохозяйственными, и природными подземными, они остаются странами, в общем, третьего мира. Мало кто из них вырывается, если вырывается, на недолго, потом сваливается, как Бразилия, и то же самое с Россией. Очень немногие страны в мире умеют развиваться. Большинство стран развиваться не умеет, крутятся по одной и той же колее, буксуют. Ну, это то же самое. То, что Россия тут не уникальна, она просто не сложившаяся страна, не нашедшая своего механизма. У нее был шанс. Два шанса было, на мой взгляд, было два шанса. Первый шанс был конец 19-го, начало 20 века, до 13 года, до начала Первой мировой войны. В этот момент у нее были огромные шансы стать нормальной, красивой, хорошо развивающейся страной, она великолепно развивалась экономически, но в ней было столько социальных проблем, что это развалило страну полностью и привело к революции. И второй шанс это был, конечно, 91-й, 92-й после Горбачевской перестройки, но, как видите, вы же все это помните. Уже в 93-м году Россия вернулась в колею не под влиянием каких-то оккупантов, не под влиянием какой-то войны, ничего. Она бодро вернулась к расстрелу друг друга, и ни одна из сторон конфликта не была прекрасной. Ни одна. Ну и все, чего обсуждать. Это все, к сожалению, закономерности. Можно обсуждать, как это проявляется, но это закономерность, это колея. Нравится она, вам не нравится, она существует. Никуда Россия из нее выйти не может. Ну, окей. Я так понимаю, что мы согласились с тем, что мы друг с другом не согласны по этому вопросу. Отлично. Теперь, Игорь Владимирович, расскажите, пожалуйста, что происходит с нефтью? Чего она вдруг начала падать? Почему с такой скоростью? И как далеко это все может зайти? Но дело в том, что когда ты смотришь на рынок нефти, есть позиция такая вроде объективная, но глупая. Она состоит в том, что ты берешь и смотришь баланс производства и потребления нефти. И говоришь, вот же видно, кто, какая страна сколько потребляет, сколько добывает. И это вот у нас очень любит Международное энергетическое агентство писать такие доклады, сопоставлять балансы добычи и, значит, продажи, потребления. И говорит, а вот тут избыток нефти, вот это так-то и так-то повлияет. Нельзя сказать, что это совершенно глупый расчет, упаси Господь, они имеют смысл. Но дело в том, что вот, как бы Международное энергетическое агентство и другие люди, которые занимаются рынком нефти, они упорно не хотят этот рынок видеть. Но, к сожалению, это надо видеть, и мы экономисты, поэтому всегда говорим, что прогнозировать цену нефти – дело бесполезное. Объясню почему. Дело в том, что на 70% оборота мирового рынка нефти – это не физические поставки от месторождения до нефтеперерабатывающего завода, а это спекулятивные сделки на бирже с целью заработать либо на падении, либо повышении. То есть 70% оборота рынка нефти – это спекуляция. А это дело непрогнозируемое, это дело мало зависящее от реальной экономики. Там зарабатываются большие деньги, там играют спекулянты. А там, где спекулянт, он может манипулировать рынком, это тоже очень понятная история. Ну вот сейчас произошла понятная история, значит, есть как бы два фактора, на которых можно поспекулировать. Первый фактор – это то, что замедляется экономика Китая, он сокращает как бы темпы прироста потребления, а он крупнейший игрок, он обеспечил 60% прироста потребления нефти последние десятилетия. Это как бы объективная ситуация, она заметна, она демонстрируется, она обсуждается. И второе, мы видим не очень хорошую ситуацию в экономике Европы. И экономика Европы тоже в беде. У вас, как вы видите, застой в Германии, у вас качается Великобритания, где премьеры меняются как перчатки. Вот, у вас нестабильная ситуация во Франции. А что у вас тогда еще там остается? Небольшие страны, не доминирующие. Поэтому возникает ощущение, что может упасть спрос на нефть. И в этот момент спекулянты начинают играть на падение цены. Вот и все. Продлится ли это долго или быстро сменится подъем, сказать не могу, это спекулятивная игра. Но они увидели некую, как бы тему, на которую можно поспекулировать, они сыграли, и мы видим действительно сильное падение. Продлится ли оно хотя бы год-два, мы этого не знаем. Но пока оно наблюдается, и пока есть прогнозы
даже Ганбара, так сказать, крупнейшего торговца, что цена бренда может упасть до 60, что для России, конечно, трагично будет. Про трагично я еще спрошу, ну вот Кирилл Рогов, основатель издания «Ре-Раша», Да. аналитического издания, он все время говорит о том, что если цена на нефть падает, то увеличиваются продажи. Что на самом деле Россия не так уж много чего теряет, учитывая, что Индия скупает у России все то, что, всю нефть, какую только возможно, полагаю, и, собственно, на этом сейчас строится рост экономики Индии, то, собственно, а какая России разница? 60, 70 или 80? А вот тут уже надо переходить к экономике. Кирилл говорит правильные цифры, потому что рынок эластичен по цене, это правда. Но есть уже вот, тут мы упираемся не в спекулянта, а уже в саму экономику. Потому что есть все-таки, кроме спекулянтов, настоящая живая производственная экономика. И в ней потребление нефти имеет определенные, как бы, ну как вам сказать, рамки. Они определяются потребностями экономики. Это потребности там, морского флота в мазуте для того, чтобы корабли ходили, да? Это потребности производства бензина, дистоплива для автомобильного парка. Это, соответственно, производство тепла для того, чтобы можно было отапливать дома. А вот это меняется. Не очень быстро, но меняется. И вот это для нас значимо. Потому что давайте я вам расскажу про Россию. А то, вот, может, вы и про страну такую не знаете. А в этой стране есть такой документ, который называется «Концепция экономической безопасности России». Официальный, опубликованный, открытый документ, подписанный, по-моему, в 2015 году президентом Путиным. Вот если вы его откроете, поинтересуйтесь, там есть, значит, такая тема, как угроза экономической безопасности России. И там черным по белому за подписью президента Путина написано, что одной из главных угроз экономической безопасности России является энергопереход, сокращение потребностей в топливно-энергетических ресурсах России, потому что мир уходит к другим технологиям. Так что это не я придумываю. И Рогов говорит о сегодняшнем дне, но есть тренд о том, что просто потребление будет падать. И, кстати, в этой ситуации Китай России враг, а не союзник. Потому что Китай сейчас очень активно развивает все технологии и продукты, связанные со вторичной энергетикой. Он это продает, это один из важнейших вариантов развития экономики Китая. И для Китая хорошо бы, чтобы, в общем, ну, как бы люди больше его покупали. А значит, соответственно, если он этого хочет, он должен это больше производить, больше продавать, в том числе в собственной экономике. Чтобы сами китайцы покупали. Потому что если покупают такие панели сами китайцы, то я много произвожу, у меня низкие издержки, я могу за рубеж продавать тоже дешевле, захватывает рынок. А если я покупаю у России дешевую нефть и дешевый газ, то у меня, в общем, люди не хотят ставить панели, у меня меньше производства, я не становлюсь кораблем возобновляемой энергетики. Поэтому для Китая, как видите, нет никакого проекта «Сила Сибири-2», и он, в общем, не очень активно наращивает поставки нефти из России. Индия, да. Ну, Индия такая особая страна. Вот отдельный разговор. Но, в общем, как бы меняется структура экономики. Идет медленно, медленнее, чем ожидался. Энергетический переход. И потребность в нефти будет сокращаться. Это не сегодня, это не за квартал, не за два. Но это тенденция. Собственно, Александр Эткин на эту тему написал книжку «Россия против модернити», против современности, да. Да, я по его теории очень хорошо объясняю людям, как устроена Россия, объясняю, что это суперэкстрактивная страна. Народ от этого лезет всегда на стенку, потому что уж такая неприглядная картина просто нарисовывается, что людей от этого воротит. Ну что я могу поделать? Так оно и есть. Ну, если верить Эткинту, то, собственно, и причина вот этой войны, которую ведет Путин, тоже лежит ровно в том, что таким образом Путин и компания пытаются остановить зеленый переход. Вам не Ну, кажется, что это немножко завышенное, какое-то вот завышенное значение придается этому зеленому переходу? Ну, не так это. Смотрите, на самом деле он что несет в себе? Он несет в себе для многих стран возможность развития, потому что слабые страны, бедные страны покупать энергоресурсы не очень могут. А если у них будет автономность, они обретают, в общем, некую возможность развиваться. И на самом деле, нравится нам это, не нравится, но во многих странах, но идет эта линия к автономизации, ее многие не замечают, потому что, ну, как бы, она не всем видна, а я, так сказать, всегда восхищался, скажем, индийским проектом, если не знаете об этом или нет. Но в Индии был мощнейший национальный проект «Реактор во дворе»,
куда сбрасываются все отходы, включая канализационные, и там все это перерабатывается в газ, который потом отапливает, дает электричество этому дому, полностью автономный дом. Если вы едете по Европе и, думаю, по США, вы видите тепловые насосы, которые работают от фотоэлектрических панелей, эти дома уже никуда не подключены, а наоборот иногда продают избыток электричества в энергосистему. Это не очень быстрый процесс, но он идет. Это как с электричеством. Как вы помните, не сразу все города осветились электричеством. Потихонечку сначала центральные магистрали, отсюда были газовые фонари. А потом вдруг раз и каких-то фонарей газовых вообще не стало. И профессия погибла, газовщик. Какой кошмар. Ну вот мы сейчас идем. Это не быстрый процесс, но он выгодный многим странам, его будут поддерживать, будут снижаться издержки. Сейчас решается главный вопрос энергоперехода. Это вопрос накопления энергии. То есть создание огромных аккумулирующих мощностей. И сейчас будет очень большой бизнес именно от производства аккумулирующих мощностей. Как только этот вопрос будет решен, возобновляемая энергетика начнет двигаться быстрее. Потому что сейчас проблема в чем? Что ты не можешь накопить энергию на пиковой нагрузке. И когда у тебя пиковая нагрузка, то у тебя просто не хватает электричества от возобновляемой энергетики, чтобы всех осветить, всех отопить, все машины закрутить. Если у тебя будут хорошие энергетические ресурсы в виде аккумуляторных полей, которые сейчас начинают строить, то, в общем, это пойдет значительно быстрее. Так что это сейчас... Он не очень быстрый технический прогресс, но он идет. О каких временных сроках вы говорите? Я говорю примерно о горизонте от 30-го до 50-го года этого века. Это не быстро, это не год, не квартал, но это произойдет. Вы сказали, что падение цен на нефть для России – это трагично. Да. А вот в чем, собственно, трагично? Вы знаете, ну вот я много довольно разговариваю с друзьями в Москве, Угу. и, в общем, они все говорят, да, цены растут, цены на все выросли, но, тем не менее, все есть. По-прежнему все время рассказывают, что меня раздражает смертельно, что рестораны забиты. Правда, стало в местах, где раньше было вкусно, стало невкусно, но, тем не менее, забиты. Машины китайские дорого, очень дорого, но, тем не менее, можно купить. Так вот, объясните мне, пожалуйста, а что, собственно, трагичного, когда Путину удалось непонятным для меня образом, может, вы мне объясните, вкладывая 45% бюджета в войну, отправляя на воздух, значит, сталь, там, алюминий, вообще все металлы, электронику и так далее, тем не менее поддерживать экономику в более-менее нормальном темпе и решать даже социальные какие-то проблемы. Ну, как вам сказать, Евгения Марковна, если вы человеку вколите адреналин, то он на какой-то момент продемонстрирует вам большую силу. Вы знаете это, да? Только потом плохо будет. Я однажды на себе это проверял. Мне нужно было читать лекцию, у меня не было голоса. Значит, ну вот мне дали, значит, ампулу адреналина, я ее выпил, и 1,5 часа я мог говорить, у меня связки раздвинулись, я 1,5 часа прочитал лекцию, потом, значит, соответственно, сутки молчал, чтобы голос не потерять навсегда. Значит, Россия сейчас именно так и сделала. Она съела те деньги, которые ей дал 22 год, потому что были, ну, бездарно сконструированные санкции американским правительством, европейскими экспертами, они были сконструированы бездарно, и они Горбачеву, вот Путину дали огромный скачок цен на нефть, и, в общем, на этом скачке Россия получила довольно много денег в 2022 году и компенсировала потери ЗВР, и, в общем, могла профинансировать войну. Дальше был второй прилив денег, это тоже европейцы, американцы с большого ума, выкинули всех богатых людей из зарубежных стран, эти люди вывели деньги обратно в Россию, опять же деньги пришли, эти деньги вот крутились в экономике России и дали импульс. То есть можно сказать, что американские и европейские санкции чрезвычайно сильно помогли экономике России пережить 2,5 года. Вот это абсолютно так, это грустно, но это правда. Но сейчас этот эффект сокращается, и сейчас все, что в России происходит, это вещь довольно страшная. Она состоит в том, что ну, как бы вся экономика территории, которую мы называем Россией, она зависит только от цены на нефть. Это никто не хочет признавать, с этим всегда народ у меня спорит, ругается, говорит, да мы великая промышленная держава, да вы посмотрите сюда, вы посмотрите сюда. Картина очень простая. Валовой продукт России на 67-70% получается за счет добычи нефти.
И, ну, раньше еще газа, но теперь с газом совсем стало плохо. Значит, все, что создает руками российский народ, это 30-33% валового продукта России. Вот только так, включая зерно, да, вот это все тоже. Значит, если бы этого не было, то валовой продукт на душу населения в России был бы, ну, где-нибудь, я не знаю, там, в районе $5000. Это как в Нигерии, там и в Кении, не выше. Значит, все благосостояние России держится на цене нефти. О том, что когда-то была захвачена Сибирь, оккупирована, колонизирована Сибирь, оттуда выкачиваются нефтяные и газовые богатства, которые продаются. На этом Россия прожила довольно долго, ну, считайте, почти там, я не знаю, 5 веков со времен захвата Казани, вот восточные регионы кормили Российскую империю. Сейчас все это сломано, Россия теряет позицию, и на нефтяном рынке она позицию тоже будет терять. Почему? Да потому что Россия не единственная, кто владеет ресурсами нефти и газа. Ресурсов нефти и газа много где, и сейчас они наращиваются. А без этих доходов от нефти и газа Россия очень сильно уязвима. Причем обратите внимание, что когда-то Кудрин вполне резонно создавал стабилизационный фонд. Почему? Потому что все понимали, что цена может упасть, а когда цена нефти падает, Россия рушится. Да, вот есть такой график, можете поискать его в интернете, он называется «Советская российская политическая история через цену нефти». Там очень хорошо видно, что, в общем, Советский Союз должен был рухнуть еще в 70-м году. Но начали добывать нефть, и Брежнев прожил на этой высокой цене нефти, на высоких доходах от нефти и газа, от поставки Европы до самой своей смерти. Да, уже при Андропове пошло вниз, Горбачев, Ельцин, это очень низкая цена, это меньше $40 за баррель. Ну и, соответственно, мы помним, что в это время произошло. Да? Путин пришел, когда цена пошла вверх, это дало как бы тот скачок, который мы сейчас видим. И если сейчас цена идет вниз, то он ничем страну удержать не может. У него даже резервов нет. Все резервы протрачены на войну. Вот этот эффект адреналиновый укол деньгами, он сработал. Но только адреналин же нельзя колоть все время. Более того, с адреналином проблема. Где адреналин-то взять? Цена нефти падает, денег будет становиться меньше, а больше взять неоткуда. Поэтому я вот сейчас с интересом, у меня есть две гипотезы. Что, во-первых, деньги отнимут население, и вот сейчас вы в меня будете шайками кидаться, я не исключаю, что Россия попробует взять, ну, только не пугайтесь, кредит у МВФ. Ну вот смотрите, Евгений Маркович. Они могут попытаться, кто же им даст? Ну вот смотрите, Евгений Маркович. Ну вот я понимаю, что я вас шокировал. Я приношу извинения, но обратите внимание на странные события последних дней. Вдруг Россия как-то резко озаботилась назначением нового директора от России ВВФ, госпожи Юдаевой, если вы знаете, бывшего зампреда Центробанка. А МВФ, в свою сторону, вдруг озаботился разработкой доклада для правительства России об улучшении экономической политики России. Их что, кто-то подталкивал к этому? Боюсь, что нет. Но формально что? Россия член МВФ, ее никто не исключал, международных санкций на нее никто не накладывал, страной-террористом она не является. Так ведь? Вы же не можете это отрицать. Не является, да? Значит, она законный член МВФ, имеет определенные права на заимствование, долго не погашено перед МВФ у нее нету. На каком основании ей можно не давать? Ну, конечно, там есть директора от США, которые могут попытаться заблокировать. Но вот такая странная тема, вот эти события вокруг МВФ намели на меня на тему, что Россия может попытаться взять кредит МВФ, не знаю, там на 5-10 миллиардов долларов, тоже неплохие деньги. Вот картина такая. А следующий, конечно, источник – деньги населения. Это тоже возможно, потому что все остальные деньги кончаются. Поэтому, как вы знаете, с будущего года начинается налоговая реформа. Так что деньги кончаются, и тот эффект вот адреналинового развития, который был вот эти 2,5 года, о котором все рассказывают, от которого Москва лоснится, он кончается. И начинается падение доходов, и темпы падают. Обратите внимание, как очень интересно ведут себя чиновники правительства Путина. У меня сейчас появилась такая новая технология выступления, знаете, Евгений Марков. Очень она меня развлекает. Я всюду свои высказывания подкрепляю высказывания членов правительства Российской Федерации. Они, ну, просто мне ужасно помогают. Просто я им искренне благодарен. Посмотрите, что происходит. Выступает у вас, ну как, не знаю, двоюродный зять Путина, да, господин Савельев, да, министр энергетики. И говорит, мы проели все резервы в энергетике Советского Союза. Все, что нам Советский Союз оставил, мы все проели. У нас огромный дефицит электроэнергии, у нас нет денег, чтобы ее развивать. И у нас, простите меня, пиковые нагрузки превышают производственные мощности энергетики в 2 раза. То есть если все включается в пиковый момент,
то меньше электроэнергии в 2 раза производится, чем нужно. Это значит веерное отключение. А в этой ситуации вы меня спрашиваете про возможность экономического роста России. Так для этого энергии нет, да? Дальше у вас выходит министр, отвечающий за дорожное строительство, рассказывает, что дороги у нас раздолбанные, денег на ремонт нет, и количество километров с нормальным покрытием сокращается. Да? Ну, вот все выходят и рассказывают, что катастрофа. Сегодня выходит Минэкономразвитие и рисуется довольно неприятный сценарий крайнего замедления роста ВВП уже в 2025 году, замедление крайнего роста заработной платы без уверения о снижении цен и снижении темпов инфляции. Это значит, что Минэкономразвитие вместе с ЦБ на будущий год уже аккуратно прогнозирует снижение реальных доходов населения. Ну вот картина такая, она никому не нравится, поэтому все сердятся, но вот она такая. Так что эффект адреналинового укола он был, но он завершается. Евгений Марковна, ау. Да, извините, ради бога. Да, завершил. Да-да-да, это я просто задумалась над... Понимаете, вы рисуете такую картину, которую все рисовали в самом начале войны. Все говорили, сейчас российская экономика задохнется, катастрофа, падение будет, значит, ВВП на 18%, на 20% из серии кто больше. И будет дефицит, народ будет недоволен, ну и так далее, и так далее, и так далее. И ведь ничего этого не произошло. Мы увидели ровно наоборот. Путин поставил своим ребятам задачу, чтобы не было пустых полок. Вот хоть забейте майонезом всю свою там азбуку вкуса, но чтобы зрительно, не дай бог, не повторилась картинка конца 80-х годов. Вот забейте все продуктами, обеспечьте, чтобы была аптека, особенно та, которая для бабушек и дедушек, и машины. Потому что нужно российскому мужику? Машина. Правильно? Правильно. И это все было сделано. И вот сейчас 2,5 года войны. Он тратит по 45% федерального бюджета. Невероятные бабки совершенно выплачиваются контрактникам и всякие, значит, гробовые. Я не понимаю. Вы мне теперь опять говорите, да, но вы знаете, будет вот это трагично. А я не понимаю, вот каким образом тогда он вылезает каждый раз из этой ситуации? Еще раз, давайте разбирать. Значит, у вас Советский Союз должен был упасть в 70-х годах. Но открыли самотлор. Открыли самотлор. Вот, Да. вот история. Значит, теперь смотрим 22-23, начало 24 года. Хорошая, высокая цена нефти, высокие доходы, несмотря на санкции. И Запад помогает Путину выжить. Вы никак не хотите понять, что Запад очень сильно помогает Путину. Что он всеми силами спасает его власть. Вы это Почему? не понимаете? Нет. Да, очень просто. Именно так оно и выглядит на самом деле. Мы-то, когда в 2022 году пытались понять, у нас было ощущение, что Европа применит из США определенные санкции, чтобы действительно ослабить Россию крайне и добиться быстрого прекращения войны. Но дальше мы видим, что в западные политики и в США и Европе приняли другую концепцию. Ослабить, но не обрушить. Поэтому была придумана идиотская модель санкций на нефть. Была введена охота на русских людей с деньгами. Этих людей загнали в объятия Путина. Эти люди прибежали в Россию и начали изо всех сил помогать российскому бизнесу выкручиваться. Это все было сделано Западом, который этих людей выгнал вместе с деньгами обратно к Путину. И они теперь сконцентрируются вокруг него, потому что вокруг враждебный мир. И они теперь душой и телом и кошельком с Путиным. Это было сделано Западом. Да, не Путин выгнал этих людей. Но ведь идея-то Запада состояла в том, что эти богатые люди, у которых абсолютно порушена вся стратегия их дальнейшей жизни, которые считали, что вот сейчас им исполнится 65, и они скажут Вове: Вова, было очень приятно с тобой иметь дело, но все, я пошел на пенсию, у меня там девочки, мальчики и все остальное. И у меня вилла здесь, и дом на Манхэттене, и яхта, и все. И что они скажут Путину? Кончай войну? Но расчет был ровно такой. Евгений Маркович, если вы общаетесь с такими экспертами в США, скажите им, что они идиоты. Я должен именно так это сформулировать. Они идиоты. Потому что ничего не понимают про то, как устроена жизнь в России. Геополитическая, экономическая система – это абсолютно гипотеза бездарная. Не знаю, были когда-то, знаете, вроде вменяемые советологи,
Я уж не знаю, куда они все делись, но те, кто сегодня вырабатывает санкции против России, люди странные. Им, кстати, российские экономисты зарубежные, тот же Гуриев, Ицхоки и другие советовали, что нужно делать совершенно по-другому. Разрешить поставки товаров в Россию и закрыть экспорт нефти, чтобы выкачать из России деньги и выкачать из России людей, которых у нее не очень много. Вместо этого сделано было все наоборот. И до сих пор нефтяные санкции – это просто анекдот, потому что ничего серьезного не сделано. Россия как могла экспортировать, так и экспортирует. Как возит кораблями опасными, старыми танкерами через Балтику и Черное море, так и возит. И никто эти корабли не останавливает под предлогом досмотра на предмет экологии. Все эти разговоры, давайте перекроем датские проливы Евросоюза, так ведь ничем и не кончились. Так что Запад тщательно оберегает власть Путина и его правительство. Поэтому он так хорошо себя чувствует. Игорь Владимирович, разве вы сами не говорили о том, что если перекрыть доступ на рынок российской нефти, то цены взлетят Я этого на не нефть? говорил, потому что это не так. Объясняю почему. Потому что надо посмотреть, ну как бы опять же, мировой баланс производства нефти. И задать себе вопрос, а какова доля ОПЕК? Да, который вроде пытается регулировать. ОПЕК же это картель, как вы помните, который занимается стабилизацией цены на нефть. Вот когда мы были в 60-х, 70-х годах, ОПЕК это был рынок нефти, и это было тождество. Да? Сейчас это не так. ОПЕК это в лучшем случае 50%, а все остальное это страны за пределами ОПЕК, которые хорошо могут наращивать производство нефти. Давайте вернемся к вам на североамериканский континент и зададим вопрос, а США и Канада могут увеличить поставки нефти на мировой рынок? Вы знаете эту тему или нет? Нет, не знаю. Ну, я знаю, что Давайте, Shell Gas, и что если... давайте что... расскажем. Значит, в Да. США сегодня существует, насколько мне объясняли эксперты, 9 тысяч выданных, но еще не реализованных лицензий на право извлечения нефти на территории США. Нереализованных. Их притормаживают. Второе. Поинтересуйтесь с темой нефтепроводом из Канады в США. Знаете эту тему? Не знаете. Объясняю. Канада огромная нефтяная держава. Пески Атабаски. Значит, есть нефтепровод, который был заблокирован чуть ли не при Буше, мне кажется. И поэтому Канада не может поставлять на мировой рынок нефти столько, сколько она могла бы. Правительство Канады все время по этому поводу размахивает руками и кричит, мы могли бы насытить мировой рынок нефтью, только дайте нам. Да? Поэтому при желании, при разумной политике нарастить поставки нефти, полностью выкинув Россию с мирового рынка, мне кажется, было возможно. Но это не было сделано. Опять же, тут много почему, потому что тоже в США есть довольно большая группа лоббистов энергоперехода, которым невыгодно, чтобы кто-то был с более дешевой ценой. Тут много чего можно обсуждать. Но по факту сегодня Запад поддерживает Путина. Я понимаю, что я вас огорчаю. Но у них совершенно другая логика. Они не боятся, что Путин рухнет. Россия рассыпется на несколько стран с ядерным оружием, баллистическими ракетами территории. Эти бандиты, Кущевки, ну давайте это слово произнесем, Кущевкин-2, Кущевки-3, они будут контролировать вот эту всю оружейную массу, это будет катастрофа. Поэтому Западу проще поддерживать Путина. Они его оберегают, дают ему доходы, чтобы он не рухнул, мог кормить всех. Вы спрашиваете, что произошло. Мы думали, что Запад этого делать не будет, а он это делает. Что ж теперь удивляться-то? Мне кажется, что вот то, что я наблюдаю здесь в Соединенных Штатах, что как минимум американцы очень боятся непредсказуемости Путина. Путин их как-то убедил в том, что вот он кричит: вдарю, вдарю, вдарю ядерной ракетой, ядерным оружием. И как-то он их в этом убедил, что он может. Не обязательно сделает, но если захочет, то сможет. И поэтому они очень боятся. Евгений Марков, а если будет 10 кущевок на территории России, то вероятность ядерного удара и ядерного конфликта и утечки ядерных боеголовок террористическим организациям, которые ударят по территории США, снизится или возрастет? Ну, в конце концов, ну, посчитайте. Вероятности-то другие. Ну, эти страхи были все в 90-х годах. А что, сейчас что-то изменилось? Ну, контроль-то, конечно, стал лучше. Да что вы говорите? Над территорией России, над ядерным оружием, баллистическими ракетами и перетоками оружия к террористическим организациям? Да правда, что ли? И хуситы у вас из винтовок
стреляет 19 века. Да бог с вами. Что вы? Но у них же нет ядерного оружия. То есть это... А ракеты уже баллистические есть. Откуда-то они у них взялись, и никто не помешал эти ракеты получить, и они оттуда стреляют по Елату, как помните, баллистическими ракетами. Напоминаю. Так что вот эти все идеи, что есть контроль, и мы тут террористические организации всех под колпаком держим, это прекрасная иллюзия. Похоже, что не так. Поэтому, в общем, дают деньги Путину заработать, чтобы экономика работала, он не рухнул. Потому что то, что будет потом, еще страшнее. А вы спрашиваете, почему наши прогнозы не сбылись? Потому что Запад помогает Путину держать власть. Запад, конечно, боится, опасается хаоса на территории России, но мне кажется, в всяком случае, все мои разговоры с разными здесь людьми как-то совершенно не подтверждают эту гипотезу. Евгений Маркович, давайте вспомним страну, которая называлась Югославия. Она была под диктатором Иосифом Брос Тита, напоминаю, молодым, который не знает такой фамилии, а мы это помним. И страна была мирная, не воевала. Дальше страна распалась, что мы получили? Горящие Балканы. Вот все помнят эту историю, те поумнее, и понимают, что то же самое может прекрасно повториться на территории России. И скажите, где я не прав, в какой точке я ошибся? Ну, нет, вы абсолютно правы, только это такие гипотетические варианты все. Я их наблюдаю не гипотетически, Евгений Марков. Если бы они были гипотетически, то была бы другая политика санкций. Она не такая. А вот, Игорь Владимирович, если бы вам развязали бы руки и сказали, вот вводи санкции, какие считаешь нужным, вы что бы били бы? Не стану отвечать, потому что вы задаете вопрос, чреватый уголовным делом Российской Федерации. Я пока гражданин России, меня и так строят уголовное дело. Лишнее дело еще объявили террористом. А это вы задаете вопрос, относящийся к Уголовному кодексу Российской Федерации. Не отвечаю. Понятно. Но у вас есть, так сказать, представление о том, что нужно сделать. Можно. Но это отвечать не имею права. Это Мгм. террористическая организация. А вот еще у меня к вам вопрос. Давай. Опять вот такой, знаете, абсолютно любопытство. Мгм. 2,5 года идет война. Война, которая безумно ресурсоемкая. Все об этом говорят. Нужно куча амуниции, стрелкового оружия, снарядов, танков, бронетранспортеров, я уж не говорю о живой силе. Значит, 2,5 года идет эта война. Откуда такое количество оружия у Российской Федерации? Ну, смотрите, значит, два источника. Первый – это советские запасы. Маршал Устинов, вы должны помнить, это А как светлый, же? да? Маршал Устинов был человек совершенно сумасшедший, но очень талантливый. Он считал, что на оборону денег жалеть нельзя, поэтому он оставил в наследство огромные арсеналы, которые Россия бросила в войну. И это опять-таки говорю не я, это говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, который сказал, что если бы не советский запас оружия, мы бы, конечно, не выстояли. Но эти арсеналы потрачены, нам теперь предстоит долгие годы их восстанавливать. Это к вашим московским знакомым объясните, что война кончится, им денег не придет, деньги все пойдут на восстановление тех полигонов за Уралом, где будут стоять новые танки, бронемашины, вместо потраченных на Украине. Это я объясняю. Да, вот первый источник. Второй источник. Запад ввел санкции против российской черной металлургии. Она потеряла продажи. Что она сделала в этой ситуации, чтобы не банкротиться? Она нарастила поставки металла для производства оружия внутри Российской Федерации. И вы спрашиваете, откуда взялось? Я отвечаю, были бы деньги, а деньги у Путина есть, потому что Запад обеспечил высокую цену, деньги пришли, поставки нефти не прекращены, нефти приходят, значит, на Запад, Индия продает, Россия получает деньги, деньги тратит на производство оружия закономерно. Знаете, сколько людей сейчас в России радуются войне? Мы их называем бенефициары войны. Это очень большая часть населения, ну, 10, может быть, и больше процентов населения, которые очень хорошо зажили от войны и на войне. Не вполне славно. Но это же не вся Россия, Евгений Маркович. Вы мне рассказываете про то, как люди вам рассказывают, как они в Москве хорошо ходят на Патриаршие пруды, в рестораны, и как красиво ездят эти машины китайские. Но это же вот внешняя картинка. А между прочим, вот интересный вопрос. А что происходит с тарифами на такси? Такая странная тема, некий элемент нормальной и комфортабельной жизни. Тарифы резко выросли. Почему? Резко выросли. Да. Да, почему?
А потому что раньше таксопарк это были иномарки европейские, американские, теперь это китайские. Они моментально ломаются, огромные расходы, починить невозможно, запчастей нету, поэтому сокращается парк, растут затраты, растет тариф на такси, он перестает быть доступным человеку, он становится доступен только богатому человеку. И так будет происходить всюду. Значит, Россия теряет остатки того благосостояния, которое было создано за предыдущие перед войной годы. Она теряет ресурсы, она теряет людей, она убивает свое будущее, она сейчас протрачивает будущее. Но будущее России, правительство России не волнует. Это абсолютно наплевать. Задача простая. Вот в этом году добить Украину. Если добьем, то потом будем разбираться с обломками, на которых мы будем стоять. А если не добьем, то разбираться будут другие. Вот и все, очень же просто. Абсолютно простая циничная модель управления российским государством. Что, какие проблемы? Окей. Возвращаясь к нефти. Еще Да, раз, вы сказали, что это трагичная ситуация для России. да. А в чем тогда, вам не кажется, что ваши слова есть противоречия? Потому что, с одной стороны, вы говорите о том, что Россия все время, значит, выворачивается из сложных ситуаций, и все у нее хорошо. С другой стороны, вы говорите, что это трагичная ситуация для России, вот, значит, падение цен на нефть. Конечно. Потому что когда цена на нефть падает, Россия остается без денег. Ну, давайте я вам назову цифру, чтобы вы понимали, а то ведь эта цифра не всем знакома. У вас было падение цен со времен, значит, Горбачева, и все время правления Ельцина были низкие цены. Окей, давайте вспоминать историю. 92 год, правительство Егора Тимуровича Гайдара приходит к власти, начинает разбираться с тем, что они получили наследство от СССР, и задается вопрос, а какие у нас золотовалютные запасы? Проводится инвентаризация, и выясняется дивная цифра, что всех денег в России 26 миллионов долларов. Больше нет ничего. Все остальное протрачено. А куда протрачено? А нужно было покупать продукты питания, и тоже не хватало. И вы, если вы помните, Горбачев брал кредиты на Западе и передал в наследство Путину 120 миллиардов долларов внешнего долга. Денег-то не было, низкие цены, и Россия не вымерла с голоду во второй половине 80-х исключительно за счет вот этих кредитов и продовольственных поставок. Нефти нет, денег нет. Сейчас картина такая, протрачено все, что есть. Россия живет с колес, резервов нет никаких. Давайте посмотрим на цифры Федерального фонда национального благосостояния, ФНБ так называемый. Смотрите, когда война начиналась, 21 год, там было еще не потраченных, реально доступных денег, так что мы называем ликвидной частью, 8 триллионов. Сейчас осталось 4,6. Из них 1,3 триллиона Минфин уже забил на декабрь этого года. Это значит, 2025 год у них останется 3-4 триллиона рублей в запасах ФНБ. Спрашивается, откуда они возьмут деньги. А в 2025 году будет совсем другой бюджет, чем был утвержден год назад. Будут растущие опять расходы на войну. В России теперь два фронта, как вы понимаете, еще и Курский появился. Значит, расходы будут большие, денег нету. Если цена нефти пойдет вниз, то откуда деньги возьмутся? Значит, деньги надо будет забирать у населения. Это уже пошел процесс. Я когда 2 года назад писал лекции про будущее России, я сказал, что россиян ждет повышение налогов и всякого рода платежей в пользу государства. Народ, конечно, воспринял это как очередные страшилки от Липсица. Ну, бог им помощь. Как видите, налоговую реформу уже провели. А если вы посмотрите шире, вы увидите огромный вал расходов, которые сваливают на россиян. Повысили только что ЖКХ с 1 июля. Посмотрите теперь на то, как подняли пошлины. Да бог с ним за развод, это не важно. А пошлины за судебное разбирательство. Теперь, если вы попадете в какую-то денежную беду, то вы должны будете идти судиться, вы должны будете заплатить такие деньги за то, чтобы ваши, значит, судебные дела разбирал суд, что это вам абсолютно не по карману. Резко повысили судебные пошлины. Россиян отрезали от судебной защиты своих прав чисто денежным механизмом. Ищется любой способ отнять деньги у населения. И начинается уже очень активная работа по вталкиванию россиян в систему дополнительного пенсионного страхования, ДПС. Мне народ же пишет письма из России, очень интересно рассказывает. А говорит, мы уже все получили рассылку от госуслуг, письма счастья, а вы вступили в систему ДПС. А почему вы не вступили в систему ДПС? А вы понимаете, как это хорошо? Отдать туда деньги с банка и через 15 лет получить прибавку к пенсии. Это же какое счастье, да? А что такое ДПС? Это вы отдаете деньги в НПФ, не государственный пенсионный фонд, а он имеет право на эти деньги только покупать облигации федерального займа, которые будут финансировать войну. Вот эта картина такая.
И опять-таки давайте вернемся к министру правительства Путина, который мне очень помогает объяснять вам, что такое Россия сегодня. Я вам цитирую министра финансов, господина Силуанова, который год назад президенту сказал: вы знаете, мы тут обнаружили, что в России очень большой денежный резерв. Это 40 триллионов рублей на счетах у населения. Нам бы эти деньги очень пригодились для инвестиций в экономику. От любого такого замечания у всех экономистов волосы дыбом встают, потому что деньги в банках – это же не лежащие в кубышках денежные знаки. Это деньги, вложенные в кредиты, в облигации, которые уже продал Минфин. Тем не менее, он второй раз эти деньги посчитал и сказал: нам бы эти деньги отнять и потратить на войну. Вот что практически сказал министр финансов. Поэтому я вам рассказываю, что люди, которые сейчас радуются жизни в России, это разные люди. И вы мне рассказываете про лоснящуюся Москву, лоснится, без вопросов, даже не спорю. А вы поинтересуйтесь, а как живут российские пенсионеры? А их, между прочим, 42 миллиона из 140. Ау! Сколько человек сегодня получает в России пенсию? 65 лет. 14 700 рублей. Ау! Как можно в России прожить на 14 700 после еще июльского повышения ЖКХ? Вы же понимаете, что у него ходит 9, 8, а то и больше тысяч только на коммунальные расходы и оплату жилья, да, при всех скидках для пенсионеров. А еще лекарства отечественные, которые, вы сказали, Путин приказал делать, отличная тема. Только, знаете, хороших лекарств нет теперь в России. Есть низкокачественные российские, сделанные из импортных субстанций, потому что своих в России нет, и они тоже очень сильно дорожают. А куда же пенсионер без лекарств? Он помрет сразу. Поэтому мне пенсионеры пишут: ну что мне теперь делать? ЖКХ заплатил, лекарства купил, а вот на себя и на кота осталось 4 тысячи на месяц. Как прожить, не знаю. Вот это что, россияне или не россияне? А вы мне рассказываете про московскую публику, которая рассекает на блестящих машинах, которые они купили через Дубай за тройную цену, и рассказывают, как им хорошо на свете. Этим людям будет всегда хорошо, я не спорю. Но, тем не менее, мы не видим, чтобы в этой самой третьей России тоже росло какое-то недовольство. Напротив, мы слышим все время о том, что для многих людей из беднейших частей России война стала социальным лифтом, фантастическим социальным лифтом. Нет, то, что вы говорите, это Россия-2. Россия-3 – это вот оппозиция, это вот интеллектуалы, вот они как раз Россию покидают потоком. А вы говорите про Россию-2. Они довольны, я же вам сказал, Россия-2 все время просит подачки у России-1. И Россия-1 ей дает. Пока у России-1 есть деньги. Есть высокая сумма доходов от нефти, Россия-1 подкармливает Россию-2. Эти деньги исчезают, Россию-2 сбросит. Вспоминайте 90-е годы. Россия-1 сбросила Россию-2 к чертовой матери в нищету. Напоминаю, что были задержки даже пенсии. Вспоминайте. Вы-то должны это помнить. Вот я напоминаю, что сейчас это тоже может повториться. Деньги на войну найдутся, а вот на выплату пенсий, на оплату учителей, на оплату врачей, на финансирование науки, учебных заведений всякого рода, включая высшие, вряд ли деньги найдутся. Мы сейчас с интересом ждем октября, будет проект бюджета, посмотрим там что, какие будут статьи, у кого сколько отнимут, чтобы заткнуть дыру. Понятно. Игорь Владимирович, не могу вас не спросить. Вы как-то связываетесь со своей любимой вышкой? Все-таки вы так много сил в нее вложили. Что там, как там, вот мне, знаете, мне ужасно любопытно. Как же они, люди, которые строили новый, современный, западного типа университет, как они сейчас существуют в условиях, когда они всех, кого могли, выгнали и подчиняются всем этим дурацким правилам? Числом поболее, деньгами повыше. Когда вы спрашиваете про университет, надо понимать, что университет тоже неоднородное существо. Вот вы все время пытаетесь оперировать слишком обобщенными категориями. Это не полезно. Есть руководство вышки, ректорат. Это люди чрезвычайно богатые, которые зарабатывали всегда в год, ну как вам сказать, от 300 до 500 тысяч долларов. И у них все хорошо, потому что они в этом году набрали безумное количество студентов. В вышку набрали столько студентов, что аудитории не хватает. Люди стоят в коридоре, не могут войти на лекцию. Евгения Марковна правду рассказывает. Можете меня проверить, а то вы скажете, что я тут фантазирую. Есть канал в Телеграме «Студенты вышки». Инсайт HSE называется. Почитайте. Они там Это на бюджетное отделение или на все. оплату? На все. Еще раз поймите. Люди
даже из России 3 умные, талантливые, предприимчивые не могут послать детей учиться на Запад. А как я оплачу жизнь студента? От Свифта-то отрезали? Значит, мне куда деваться? Только в вышку. Надеюсь, что он успеет хоть что-то там получить остаточное. Поэтому безумный набор, огромные деньги, ректорат будет жить и радоваться. Остальные преподаватели не будут ничего получать, вкалывать, как проклятые. Но куда они денутся? Деться-то им некуда. Поэтому они продолжают работать. И тут картина такая грустная. Деться некуда, хотя они тоже расползаются потихоньку. И, кстати, пошел процесс перехода людей из МГУ, в МГУ, из вышки. Мы когда создавали вышку, мы много людей сманили, потому что мы были лучше, мы были интереснее, мы были прогрессивнее. И людям хотелось у нас работать, люди ходили из МГУ. Сейчас народ начинает уходить обратно в МГУ, потому что никакого преимущества у вышки нет. Скучное, противное, полицейское заведение, которым управляет даже не ректор Анисимов, а проректор, присланный из ФСБ. Вопросы есть? Евгений Маркина, аул. Я себя, знаете, просто ловлю на том, что, ну вот, ну вы же тоже делали эту вышку, да? Да, и что? А как должен себя чувствовать Кузьминов? Вот он положил жизнь на то, чтобы построить университет. Слава богу, дед Ясин умер, Да, а Кузьминов живой. да, и И что? вот он сейчас видит, как дело его жизни просто разрушается. Или вы скажете, что это опять моя иллюзия? Это не иллюзия. Я думаю, что здесь сложно разобрать. Во-первых, все-таки вы поймите, что Ярослав тоже менялся с годами. Кузьминов 92-го, 93-го и Кузьминов, ну, скажем, 20-го года – это очень разные люди. Люди же со временем меняются. И Кузьминов, он как бы, он отражение страны, и вышка отражения страны, он очень сильно изменился. Он сейчас же научный руководитель, он получает хорошие деньги, персональная машина. Значит, а куда ему еще деться-то? Деться-то ему некуда, никаких вариантов альтернативных нет. Уехать он из страны не может, потому что жена, знаете, случайный председатель Центробанка, и сын есть в призывном возрасте. Так что то куда же денешься? Вот ты можешь сидеть, ничего не делать, ни во что не вмешиваться, так и есть. Он ничего не решает, ничего не может сделать. Я об этом знаю из первых рук. Он изображает, что он является научным руководителем. Из этого ничего не проистекает. Обратите внимание, вышка прекратила проводить даже ясенские конференции. Мгм. Все кончилось, все забудьте. Университет уничтожен. Осталось некоторое количество приличных, талантливых, хороших, квалифицированных людей, которые дорабатывают до окончательной старости или до смерти. У них вариантов никаких других нету, они будут дорабатывать, они умрут. И это будет грустно, потому что дальше никого не будет, и будет, ну, как бы, деградация полная. Ой, очень это, конечно, обидно. Безумно, да, что делать? Это Россия, она такая. Ну да. Колея, колея, колея. Игорь Владимирович, спасибо вам большое. Вы, прямо скажем, меня не порадовали. Ну, извините, это не моя профессия. Да, это я Моя понимаю, профессия да. правду говорить. Но давайте вот через месяц встретимся опять на моем канале или на вашем канале и подобьем бабки. Посмотрим, что все-таки из того, что вы говорили, или рано через месяц. Вот давайте, когда будет проект бюджета? Это будет интересно. Он должен быть в октябре. Вот когда он будет опубликован, будет интересно на него посмотреть, что там происходит. Потому что в действующем бюджете проекта на 2025 год заложено сокращение военных расходов. Да, Минфин собирался в этом году победить Украину полностью. И в 25-26 заложено снижение расходов на национальную оборону. Вот в октябре, да, без всяких шуток, я никогда не шучу, как вы знаете. Так что в 25 году они ожидали полной победы, замирения, и все у них было хорошо. Но вот, видимо, не получится, поэтому в октябре увидим, какой будет бюджет. Но картина страшная, я могу сказать, объяснить почему. Потому что уже понятно, что будет. Знаете почему? Появился безумный прогноз Минэкономразвития. Российское государство имеет определенную логику. Сначала Минэкономразвитие делал прогноз, а на этом основании этого прогноза Минфин делает проект бюджета. Вот Минэкономразвитие сделал такой базовый проект безумного роста, которого быть не может, чуть ли не 5,6% на основе роста производительности труда в российской экономике.
абсолютная безумная фантастика, которую просто невозможно даже обсуждать. Но это значит, что от них потребовали сделать очень оптимистический прогноз, чтобы Минфин мог очень увеличенный размер бюджета. Откуда будут браться деньги на это, объяснить невозможно. Денег нет. Поэтому 25 год – это год, когда в России, видимо, начнутся очень неприятные для людей перестройки всякого рода системы жизни. Чем это кончится, не знаю. Но ничем хорошим. Так что после опубликования бюджета. Договорились. Я просто только замечу, что как раз вчера вчера был опубликован указ Путина об очередном увеличении армии. И Да, армия еще увеличится на 150 тысяч человек. на 180. Даже на 180 тысяч, да. Прогноз сбылся. Я написал у себя в телеграм-канале, что в этом году попытаются сделать расширенный призыв, чтобы сэкономить деньги на контрактниках. Вот они сейчас посмотрят, что у них получится. Если контрактников не получится, то будет расширенный призыв. И обратите внимание, что у вас началась кампания, пока вторые голоса, что нужно, чтобы все служили в армии и никаких медицинских отсрочек. Уже, кстати, люди из России сообщают, что пошла очень неприятная история. Людям дают отсрочку по здоровью, а военкоматы направляют их на повторную экспертизу, заочную, без человека, в Институт военной экспертизы, который говорит: да, ребята, вы прекрасно годны к службе. Это то, что я прожил в своей жизни. У меня такая история была. Я это знаю из первых рук. Меня в 1972 году забрали из заочной аспирантуры. В 1972 году не хватало солдат. И правительство Советского Союза отменило всякого рода отсрочки по здоровью и по образованию. Я загремел в 1972 году в армию солдатом. Так что я это все знаю. И я сказал, что будет расширенный призыв. Ну, президент меня услышал и увеличил численность армии на 180 тысяч. А вы говорите, я плохой человек, а придумаю страшилки. Нет, я не говорила, что вы плохой человек. Я говорю о том, что вы... тенденцию, ну что я могу поделать, Евгений Маркович? Я вас не радую, но я ж не виноват. Договорились. Тогда в октябре встречаемся и сличаем, что называется, Бюджет. исходники. Да, есть. Спасибо вам большое. Это был Игорь Владимирович Липсиц. Мы говорили о российской экономике. Игорь Владимирович нас пугал совершенно. Он считает, что все будет плохо, плохо, плохо. Я в этом смысле человек значительно более оптимистический. Я считаю, что будет, конечно, плохо, но, собственно, куда же хуже. Вот. Так что, мы посмотрим, чем все это закончится. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Услышимся через неделю. Пока.